Все помнят эти кадры. Вооруженный захват Славянска. Этот город должен был стать символом Новороссии и русского мира. А вот другие кадры. Радостные и счастливые лица, украинская символика, благополучный мирный город годом ранее. Россиянам такого никогда не покажут, потому что это все тот же Славянск. Говорят, что в Украине притесняют русских и запрещают русский язык. В Украине абсолютно комфортно быть русским. Киев говорит на русском языке так же легко, как и на украинском, а русскоязычные школы есть даже на Западной Украине. И, например, во Львове это 9 школ с русским языком обучения. Конституция Украины гарантирует защиту русского языка, и на деле никто и никогда не запрещал свободно использовать в частной и общественной жизни русский язык. Языковой вопрос в Украине надуман, ведь даже среди украинских патриотов чуть ли не половина русскоязычных. В любом уголке Украины, неважно, на каком языке ты излагаешь свои мысли, главное, чтобы ты сам был нормальным человеком, и тогда тебя поймут везде. А почему в Украине оскверняют память героев войны и разрушают советские памятники? В Украине уважают память героев Великой Отечественной войны, хотя предпочитают называть эту войну Второй мировой, ведь в ее начале Гитлер и Сталин были союзниками. В Киеве работает Национальный музей истории войны 1941-45 годов, венчает который 100-метровая статуя Родины-Матери. Память героев войны увековечена в сотнях памятников по всей Украине. Вопреки заблуждениям, памятники советского периода сохранены и на Западной Украине. В частности, здесь находится один из самых значительных военных некрополей Восточной Европы – Холм Славы. То, как здесь ухаживают за могилами русских и советских воинов, может послужить хорошим примером для других стран. Вы все врете, и вообще Майдан организовала Америка. Если честно, то Майдан спровоцировал Янукович. Украинцы – терпеливая, но справедливая нация. Янукович перегнул палку своей наглостью, цинизмом и беззастенчивым воровством. Это и послужило причиной массовых протестов. А когда Беркут избил детей на Майдане, украинское общество вспыхнуло. Кстати, если бы миллионный Майдан в течение нескольких месяцев спонсировала Америка, то обязательно кто-нибудь бы дораздавал деньги, как это делают в Москве после путинских митингов. Но украинцы сами скинулись на свою революцию, а теперь также успешно сами снабжают собственную армию. Да у вас в Украине военный переворот, и хунта захватила власть. Вообще-то, в Украине действует абсолютно законная власть. Ведь Янукович сбежал, самоустранившись от управления государством. Он запаниковал и бросил страну на произвол судьбы. В Верховной Раде не оставалось ничего другого, как принять ответственность на себя. По украинским законам, исполняющим обязанности президента стал спикер Рады Турчинов. Все юридические тонкости были соблюдены. Власть в Украине сохранилась, поэтому фантазии о военном перевороте и кровавой хунте лучше оставить тому, кому это выгодно.